Начинаем с подготовки. Устанавливаем автомобиль на ровную безопасную поверхность и снимаем декоративные колпаки с колес. Пока машина стоит на земле и колесо надежно зафиксировано, срываем болты крепления. Так делать удобнее и безопаснее. Колесо не прокручивается. Перед тем, как поднимать машину, обязательно фиксируем ее, ставим на ручник и под колеса можно подложить упоры. Теперь поднимаем автомобиль домкратом, но перед этим обязательно положите под него доску или плотную опору. Так домкрат будет стоять надежно, а работа станет безопаснее. Ставим домкрат по метке на пороге, там, где предусмотрено заводом, и аккуратно поднимаем машину, чтобы колесо полностью оторвалось от земли. Чтобы не травмироваться, если вдруг автомобиль соскочит с домкрата, обязательно подставляем под кузов надежную опору. У меня для этого есть крепкая колода. Такой прием гарантирует безопасность работы. Ты пришел помогать. Все, беги. Полностью откручиваем болты и снимаем колесо. Старайтесь держать его крепко, вдруг оно захочет соскользнуть. Для удобства подстилаю картон или доску. Детали не теряются и работать комфортнее. Чтобы получить удобный доступ к тормозным колодкам, выворачиваем руль в ту сторону, которая дает больше пространства для работы. Так можно спокойно дотянуться до всех деталей. Снимаем защитные колпачки с пальцев суппорта. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке МАКС, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости. Эту операцию необходимо выполнить для того, чтобы при утапливании поршня в колесный цилиндр тормозного механизма во время установки новых колодок жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Перед снятием старых колодок необходимо максимально переместить поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставив через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между основанием наружной колодки и суппортом и утапливаем поршень в цилиндр. Берем плоскую отвертку и осторожно сжимаем пружину. Берем шестигранник на 7 и откручиваем пальцы суппорта. Откручивать пальцы суппорта нужно очень аккуратно, чтобы не повредить тормозные шланги. Любая спешка может привести к серьезной проблеме, поэтому действуем спокойно и внимательно. С помощью отвертки аккуратно выталкиваем пальцы суппорта. Поддев колодки отверткой, аккуратно поднимаем скобу суппорта. Сейчас я покажу более подробно, где лучше всего вставить отвертку, чтобы не повредить детали и работать было удобно. Покажу, что надо подцеплять. Вот сюда.
Чтобы скоба не свалилась и не повредила шланги, я подвязал ее веревкой. Надежно и безопасно. Можно спокойно продолжать работу. Берем металлическую щетку и очищаем направляющие колодок от грязи и ржавчины. Для ускорения можно подключить дрель с насадкой, но действуем осторожно, чтобы все осталось целым. Снимаем старые колодки и сразу видно, что внутренняя изнашивается сильнее. Это нормальное явление, о котором важно помнить при замене, чтобы вовремя проверять состояние тормозов. Минимальная толщина колодки, включая ее основание, должна быть не менее 6 мм. Менять колодки необходимо только комплектом. Все 4 колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении. Перед установкой новых колодок смазываем места их контакта с направляющими. Делать это аккуратно, чтобы смазка не попала на фрикционную поверхность колодок. Я использую для этих целей медную смазку. Вставляем новые колодки в суппорт и ставим его на диск. Главное ровно и аккуратно, чтобы все встало на свои места и не повредить тормозной механизм. Перед установкой пальца его тоже немного смазываем. Вкручиваем пальцы суппорта аккуратно, следим, чтобы ничего не повредилось. Медленно и спокойно, и все будет в порядке. Ставим пружину на место. Сначала это кажется непросто, но я покажу способ, которым пользуюсь. Посмотрел его в интернете, и он реально облегчает задачу. Сразу устанавливаем верхнюю часть, затем плоскогубцами подворачиваем нижнюю часть пружины, придерживая саму пружину у фиксатора. Не забываем возвращать на место защитные заглушки на пальцы суппорта. Они защищают детали от грязи и влаги, продлевая срок службы тормозной системы. Ставим колесо обратно и пока есть возможность, зачистим болты от ржавчины. Это облегчит их закручивание и продлит срок службы крепления. После замены колодок несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы. В процессе эксплуатации поверхность диска тормозного механизма становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается. Поэтому в течение первых 100 км пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность
так как тормозной путь автомобиля может увеличиться. Всем удачи!